Всем привет, этот ролик для тех, кто только установил игру и не знает что, где и как. В общем, игра для новичков в Big Time. Ну и сразу же хочу сказать, что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше. Написать в комментариях свой OpenLoot никнейм и написать, что вам понравится в Big Time. Победитель будет объявлен у нас в Дискорде и тут в сообществе Ютуба. И перейдем к ролику. Big Time вначале дается на выбор 4 класса: Хрономансер, Quantum Fixer, Time Warrior и Shadow Blade. В общем, маг, хиллер, воин и рога. Также есть два доп класса, они открываются после 30 уровня, поэтому о них поговорим уже в следующих роликах. Итак, вы выбрали персонажа, прошли начальное обучение, в обучении вам показали, как атаковать, как бегать, как прыгать, в общем, азы. Но я бы хотел еще раз в ролике остановиться и более детально рассказать о некоторых основах. Так, начнем с Pocket Watch, они же карманные часы. Так как игра на английском, то название также буду говорить на английском, чтобы не путаться. Итак, в Pocket Watch это наш персонаж. Меняя Pocket Watch, мы меняем своего персонажа. Нажимая на кнопку И латинскую, переходим в инвентарь. Далее переходим в таймлайн. И тут, если у вас есть Pocket Watch, то мы можем менять их, тем самым менять своего персонажа. Эти пакетвотчи можно получить в данжах, убивая мобов, или же заканчивая квесты, часто в сундуках есть. Или лайфхак. Вот тут бегаем по начальной локе, и иногда добрые люди просто выкидывают их на пол. Можно менять сервера и искать, но не ждите там супер крутых пакетвотчей, кто ж хорошую вещь-то выкинет. Какие есть различия? Различаются тирами и редкостью. Тир от 1 до 7 на данный момент, 7 это максимальный, который мы видели. И также редкость от коммонки, анкомонки, рарки, эпики, легендарки и до трансцендента. Смотрите, вы сразу не сможете надеть самые крутые пакетвотчи, для этого вам нужно будет поднять ваш ранг. Просто фармим мобов, проходим квесты и поднимаем ранг. Чем выше ранг, тем выше тир часов вы можете надеть. Редкость часов на это не влияет, только тир. Итак, к примеру, у меня есть тир 5 пакетвотчи, и чтобы их использовать, мне нужно иметь 45 ранг. Здесь покажу табличку по разным тирам и ранкам, которые требуются. Смотрите, каждый раз, когда вы берете новый пакетвотч, то вы начинаете с первого уровня нового персонажа. Поэтому тут вам придется либо найти неплохие Т3 часы и раньше поменять, либо же ждать, к примеру, Т5 часы и тогда их заново прокачивать. Но, конечно, если вы нашли хорошие Т4, то можете и в них бегать. На своем примере покажу. У меня вот были Т3 супер крутые часы. Поэтому вначале я поменял на 20 уровне на них и бегал в них уже до 40+, а после опять поменял на Т5. Да, тут такая механика, что приходится перекачивать заново новые с нуля каждый раз. Видите, у меня тут уже немало 50+ уровня пакетвотчей есть. По времени новичкам соло это будет долговато, но найдя себе неплохое пати, то всегда гораздо проще. И еще один совет, чем больше статов в ваших пакетвотчах, тем лучше. Ниже расскажу, почему именно статы так важны. Там также есть полезные навыки, но это уже информация для каждого класса отдельно, ролик не про это, поэтому идем далее. И далее у нас уже снаряжение. Тут по сути особо останавливаться не на чем, только скажу о требованиях. Каждое снаряжение имеет требования, чтобы вы смогли его использовать. На примере оружия. Требования, чтобы ваши пакетвотчи были не ниже 40 уровня, и также требования по силе, декстерити и виталити. Поэтому, как и говорил ранее, статы это основа. Если у вас мало статов, то и более крутые и редкие снаряжения будет трудно использовать. Также есть уникальные снаряжения, в которых есть скиллы. К примеру, моих штанов. В них навык Ninja Leap. Переносим его на слот ноги. И далее переходим во вкладку Abilities. Находим этот навык. И переносим его в панель скиллов. И теперь мы можем его использовать. То же самое и с другими навыками, и также с бутылками различными. Просто берем и переносим ее на панель навыков и можем использовать. Далее переходим к атакам. С помощью ЛКМ и ПКМ мы можем делать разные комбинации. Сверху у нас показаны ЛКМ, а снизу ПКМ. Также нужно знать, что ПКМ является завершающим. И далее уже нужно заново начинать комбинации. У каждого оружия есть свои комбинации. И также каждое оружие имеет различный дополнительный урон по тем или иным щитам. К примеру, двуручный топор. Вот тут мы видим, что он хорошо снимает синие щиты и наносит больше урона по ним. Также есть фиолетовые и желтые.
Поэтому смотрим на оружие и можем понять, по каким щитам оно работает лучше. Также это относится к навыкам персонажа. Каждый навык имеет способность наносить больше урона по тем или иным щитам. Раз уж перешли к навыкам, то тут также хочу немного остановиться. У нас есть шестеренки, в которых есть навыки. И чтобы прокачать те или иные навыки, переходим в Skill Trees. Буду показывать на примере своего Time Warrior. Смотрите, у нас есть разные пути навыков. И чтобы получить навыки из того или иного пути, нам нужны тренера, которые находятся на карте. Тренера первого уровня находятся в начальной локации. Тренера второго и третьего разбросаны по карте. Для их поиска есть хороший сайт, ссылку оставлю в Дискорде в закрепе. 4-5 уровня тренеров уже нужно искать именно в данжах. И, к примеру, я хочу активировать Lord of Death. Нам нужно первое, это иметь этот скилл либо в шестеренке, либо в пакетвотчах. У меня, как вы видите, этот навык в шестеренке. И также выполнить требование изучить Pass of Fury. Так как у меня он уже изучен, то просто жмем активировать навык. Далее переходим в Abilities, переносим этот навык на панель скиллов и теперь можем использовать его. С каждым повышением уровня мы получаем 1 очко для скиллов и 2 для увеличения статов. Их можно легко сбросить, если вы хотите поменять свою раскачку или же усилить какие-либо другие статы или скиллы. Открываем мини-карту. У меня тут стоит на кнопку М, и на карте есть 2 места, где это можно сделать. Для этого вам нужно будет еще заплатить 1000 голды. Это были навыки пакетвотча, также есть пассивные навыки. Они не для усиления вашего персонажа, тут для увеличения слотов материалов, для увеличения слотов пакетвотчей. Как видите, я даже их особо не качал. Тут самое главное это пассивки на мини-карту, чтобы увеличить ее, и ДБНО навыки. Навык, когда вас кнокнули и вас может спасти ваш тиммейт. Используя те или иные навыки, вы можете помочь вашему тиммейту спасти вас. Тут есть инвиз, иммунитет. В общем, наводите на навык, читайте описание, тут ничего сложного. С основами разобрались, далее перейдем к порталам, они же данжи, они же подземелья. То есть там, где мы фармим. Эти порталы рандомно разбросаны по карте, просто бегаем и находим, к примеру, вот нашли портал. Тут видим название его и уровень мобов в нем. Так как вы новичок, то естественно вам нужны порталы более низкого уровня, их можно найти в начальной локации. Заходим в данж и проходим квесты, убиваем мобов, в общем качаемся. А чтобы лутать токен, вам нужно ходить в престиж данжи, но о токенах есть отдельный ролик, ссылку оставлю в описании. Ну и далее переходим к метаверсу. Для начала нужно в пассивных навыках открыть Personal Metaverse и далее жмем кнопку О латинскую и открываем метаверс. И переходим в него. Тут у нас есть стэш, в котором мы храним все свои пакетвотчи, в общем все что угодно. И крафтер гемов для оружия. Разные гемы дают разные бафы. Ресурсы для этих гемов мы получаем из копки камней, которые разбросаны по карте, и также есть в данжах. Вот это где я нахожусь, называется Space. И тут у каждого Space есть двери, которые можно подключить либо Workshop, либо другой Space. Подбегаем к двери, выбираем Workshop, к примеру выберу Armory и подключаем его. И далее мы можем уже крафтить NFT снаряжение за токены и определенное количество материалов. Эти же материалы мы также крафтим тут в Armory, кликаем на Refine, и вот тут уже можно крафтить их. Еще раз повторюсь, весь крафт за токены. На этом все, это был такой краткий экскурс в мир бигтайма для новичков. Если есть какие-либо вопросы, то пишите в комментариях, отвечаю на все. И кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. И самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.